Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Мои замечательные подписчики, спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, прекрасные, поучительные истории. Я стараюсь всем вовремя отвечать. Спасибо, все читаю. Огромная благодарность за ваши лайки, за ваши подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада: кто вас ревнует и почему? Сегодня мы попытаемся узнать, кто этот человек. Это может быть мужчина какой-то, может быть даже коллега по работе, может быть женщина, да, может подруга ревновать. Иногда даже сестры ревнуют друг, ну не знаю, там, к маме, к родителям, к папе могут ревновать, да. Разные бывают ситуации, давайте посмотрим. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете. Ух ты, как интересно, с другой колоды затесалась карта княгиня. Ну, надеюсь, это о вас, да. Женщина. Супер. Наилучшие характеристики. Сродни императрице. Так, если сейчас сигнификация ваша резонирует, вы себя узнаете. Умница, красавица. Лучшая из лучших. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Если во время сигнификации узнали в этой сигнификации вашу подругу, есть шанс предложить ей посмотреть это видео. Может, оно для нее будет чем-то интересно. Итак, какая девочка пришла на расклад? Так, звездочка. У меня же второй или третий день приходит на вашу сигнификацию карта звезда. Не дать не взять. Все люди как люди, а вы звезда. Так, какая вы еще? Интересно. Что такие характеристики? Так. Какая вы? Сейчас будем докладывать. Так. Сейчас, моя хорошая. Так чудно, спрашиваю карты, тут просто для того, чтобы вы там понимали, ориентировались, тут вышла, в принципе, это же ваша характеристика, тут вышла и карта леса, и темная полоса, какая-то черная полоса в вашей жизни, и какие-то ограничения, как в клетке. Первая карта меня вообще, я имею в виду после звезды, повергла в шок. Тут какие-то приключения, тут мужчина за спиной держит кинжал, то есть эта карта считывается. Какие-то двойственная ситуация может быть, да, где-то может быть вторичные выгоды, человек где-то подлость, предательство, манипуляции, воровство, подмена понятий, это все сюда. Я тут спросила, вы как будто бы в полной мере это все вкусили в своей жизни, урожай собрали такой. Где-то я спросила, может быть, это какого-то мужчины это исходило, да, тут какой-то мужчина, как вас сознательно, причем в иллюзии эти какие-то погружал. То ли давал надежды, да, то ли, в принципе, ему удобно было, отношения вот как-то так развивались, допустим, да, вы планировали одно, а произошла как подмена понятий, понимаете, тут мужчина за спиной держит кинжал, то есть как будто бы объективно человек понимал изначально, что он не совсем честен в отношениях. Тут что-то такое, или какое-то его проявление. Даже если это не касается мужчины, это в принципе, тут может мужчина просто изображен. Тут в принципе как будто бы вы столкнулись с проявлениями какого-то человека. Вот так прям жаргонизм, да, вот, ну, по-другому и не скажешь, как будто бы по полной отгребли. Причем надеялись на один урожай, собрали совсем другой. Тут столкнулись с какими-то проявлениями людей, да, не буду прям к мужчине привязывать. Карта сущность, как будто бы теневая сторона, вот такое что-то вылезло. Вот, допустим, дружили, если это даже не мужчины касается, а подруги, да. Дружили, доверяли, как самой себе, как
в сестре, и тут в один момент вскрылось вот такое какое-то проявление, человек показал свою вот эту вот сущность. Тут вы могли подофигеть, да, чуть-чуть. Причем в любом случае вы с этим человеком планировали что-то по карте мост. У кого-то это могли быть элементарно, ну, подруга, да, какие-то дружеский формат. У кого-то это с любимым человеком, с мужчиной что-то планировали по карте мост. У кого-то даже, может быть, на работе. Коллега по работе, да, то же самое. Может быть, нормально все коммуницировали, планировали. Тут, мягко говоря, подстава. Вы как прозрели, вы этот урожай до сих пор, кто-то, может быть, не отошел от этого урожая такого. Если карта иллюзии, это я уже озвучила, то ли если это мужчина мог, также какие-то аэродромы, двойственное какое-то поведение такое, как будто человек вас сознательно в эти иллюзии загонял, поддерживал вас, вот это вот желание где-то, может, самой даже инициативу проявлять. Если это подруга, то же самое, иллюзии какие-то у вас, как глазки были завязаны, вы воспринимали ее одной, ну, соответственно, человек оказался совершенно другим. И вообще карта замок, как будто бы история какая-то такая мутная, очень много непроясненного, очень много какого-то тумана, как будто бы даже сознательно, может, человек сейчас не хочет даже выяснять отношения, и даже как будто бы сейчас, может, человек не хотел бы, чтобы мы поднимали эту историю. Так, на вас характеристика. Звезда. Яркая, красивая. У кого-то архетип прям кинозвезда, да, ладно, я загнула. Ну, почему нет? А почему нет, да? Внешность такая интересная. Интеллект тут выше среднего явно. Таланты, наличие талантов. У кого-то прям желание реализоваться в жизни, прям видение себя, вот там какая-то миссия, призвание, вот такое, может, пафосно звучит, но у кого-то это есть такое, как будто бы есть какая-то мечта, и вы идете к этой мечте. Опять-таки, тут карты, вот эти сочетания, можно протрактовать отношения с каким-то человеком конкретно разрушены, да, из-за поступка какого-то человека, или вы увидели этого человека вином в каком-то свете, подсветили вам, он сам подсветил себя. Но наблюдение, как будто бы, может, вы за ним наблюдаете, может, он за вами наблюдает, тут как-то об этом. Люди, может быть, по звезде ментальное охлаждение, как будто люди разошлись, даже на физическом плане могут работать в одном коллективе, да, допустим, но такое, как отстранение, охлаждение, как пропасть какая-то, а у кого-то физическое расстояние. Так, а что ключики? Человек максимально старается, я же говорю, опять карта замок, и вот на отношение этого человека к этой ситуации. Он хотел бы вообще об этой ситуации не вспоминать, чтобы не поднималась, даже не уточнялась. Может быть, да, как оно в воздухе повисло, такой какой-то эффект разорвавшегося чего-то там, да, просто вы могли прозреть. А человеку даже невыгодно, чтобы сейчас точки над «и» до конца как бы были выставлены, потому что это его подсветит, его поведение в каком-то, вот я же говорю, подсветит, вы увидите его еще в худшем каком-то свете. Тут такое. Ну, тут может и вы за ним подглядывать. Ну, тут как-то в две стороны. И он может где-то за вами следить. Как будто бы ключики, может быть, подбирать, но тут смысл в том, что как будто бы ключики очень трудно подобрать. Тут кто-то очень нуждается. Один во втором. Тут кто-то в ком-то очень сильно нуждается. Ой, в каком плане вы нуждаетесь? Он нуждается. Ну, смотрите, я спросила, вы нуждаетесь? Карта время, может быть, раньше очень сильно нуждались. Карта солнца. Ну, знаете, тут прям, если это дружеский формат, то карта солнца часто так, друзья. Это вот как будто бы раньше вы этого человека, правда, видели одним, соответственно, восприятие ваше было, вот вы увидели его солнечным, открытым, добрым, дружеский формат какой-то, как ребенок где-то. Может быть, с вашей стороны даже какая-то наивность была, восприятие. Но это в любом случае на вас показалось, что раньше карта время, это уже как будто прошло. Вы в нем нуждались. А на него сейчас я спрашиваю, он, а у него карта вода, эмоции. Ему не хватает этих эмоций, ему не хватает этой подпитки. Именно то, что вы давали, вот благодаря вам он ощущал, этот человек, вот ему сейчас не хватает этих эмоций. Так,
Тут как-то тут вообще чудно. Карта леса, тут у меня вышла история о том, что как будто бы сейчас вас, как будто бы через вот эти все какие-то тут перипетии, через тернии к звездам, вас учат вот этой мудрости какой-то, информация какая-то к вам поступает, вы как будто бы хотите, не хотите, вам приходится, ну в хорошем смысле, я надеюсь, где-то приспосабливаться, потому что вот карта леса, где-то как будто бы вы смотрите на примере других там людей, женщин, может быть. Ну, особо, честно говоря, у вас не удается вот этой хитрости набраться. Ну, где-то как-то хотя бы анализируете, да. Вот почему-то мне так подсвечивает, что тут даже, может, в прошлом смотрите, как вот там кто-то как-то где-то хитрит. Пытаетесь, по крайней мере, ну, не знаю, как насчет опыт перенимать. Не получается у вас. Но как-то анализировать. Как будто как мудрости какой-то набираться. Вот мне такое вот идет. Какая-то, не буду говорить, что прям грандиозная переоценка ценностей у вас происходит. Нет, просто вы как-то по-другому смотрите уже, может быть, на взаимоотношения между, в принципе, да, людьми, не обязательно мужчиной и женщиной. Но показывал вот этот опыт, он как-то вам так болезненно дается, и по большому счету, ну, как будто где-то даже, вы понимаете, на самом деле, по-крупному, я ж себя не переломаю, да. Карта гроб ложится на то, что надо, карта мудрость, сова. Но где-то вы какие-то, я ж повторюсь, как будто бы что-то осознаете, по крайней мере. Так, где-то темная полоса. Какая темная полоса? Ага. Ну тут еще можно, знаете, как прочесть. Еще можно прочесть. Это все ваша темная полоса. Карта скука, искушитель, воительница. Как будто бы вы прекрасно понимаете, что если, допустим, у кого-то формат, ну, дома семейный какой-то, да, уже там отношения, некрасиво скажу, изжили себя, ну, где-то скучно, вот скука карта, да. И есть какое-то искушение и соблазн. Если в прошлом это могло как-то у вас там ходить отклик, или вы как-то об этом думали, то сейчас вы в первую очередь сейчас включаете голову. Старайтесь все выверить, старайтесь 1000 раз эти какие-то эмоции, даже те, которые накрывают, взять под контроль. И с этим мечом как будто бы стоите на страже своих собственных каких-то, ну, не знаю, ценностей, хотя бы того, что у вас есть. Вот мне так вот идет. Так, почему? Да, вы в клетке. Да, вы в клетке, вы в подчинении. Тут клетка это может быть, повторюсь, где-то какие-то страхи, который вами управляет, где-то опыт этот же болезненный в клетке, тут как подчинение, ну, у кого-то это прям ощущение, если в семье, может быть, даже такое, как ну, ощущение несвободы. И вот по вот этим картам это как будто бы длится уже, ну, длительное время. Почему? Но опять эти карты, они так странно мне выходят, как будто бы у кого-то, может быть, вот оказались, планировали одно, а оказались как заложником какой-то ситуации, то ли взаимоотношений с кем-то. И как будто бы тут и материалка, может быть, желали бы лучшего, 100%. У кого-то карта безденежья, не буду в прямом смысле, да, у кого-то это правда материальное, хотели бы повысить, да, уровень жизни свой. Но тут, я думаю, и эмоциональное наполнение, вот такое эмоционально-чувственное наполнение. Карта ключик. Ищите, как с этого выйти, как вот эту вот клетку, вот эти вот какие-то ограничения сломать, но при этом как-то вот то, что вы видите, как будто бы, может быть, не в полной мере вас устраивает эти пути, да, решения создавшейся ситуации, или в принципе, как будто там карта ключик, но в то же время там были какие-то искушения. Вы понимаете, что не бывает черного-белого, у всего есть обратная сторона, да, как будто бы, может, риски какие-то пытаетесь взвесить. И на данный момент, как будто понимаете, что, ну, я не готова там пойти в то, не готова где-то пожертвовать, не готова даже рискнуть, тут кто-то не готов. Ой, мне карты почему-то показывают тут унижение, карма. Тут у кого-то должно дойти уже, извините, когда какой-то критической точки, состояния, где уже вы для себя поймете, все, назад возврата нет,
как будто бы все, я дальше не хочу это терпеть, не могу. Ну, правда, точка невозврата, карта карма, как будто бы этот урок до конца вы сейчас вот, ну, извините, может, некрасиво скажу, но как будто бы еще есть у вас запас терпения, еще есть какие-то варианты, как будто взвешиваете, стараетесь соломки подстелить, стараетесь где-то обезопасить себя, как будто бы критически вот эта вот точка, она еще, вы не перешли ее, ну, как будто бы вот какой-то рубеж. Может, вам кажется, что уже все, уже я больше не могу, не хочу, эта полоса длится длительное время, но как будто бы у вас у самой есть еще какие-то для себя, ну, то ли оправдания, то ли реально какие-то там нюансы, да, у каждого свое, нельзя сказать там, никто из нас не может сказать за другого, вот, а ты можешь, а ты, потому что нужно прожить жизнь этого человека, влезть в его шкуру. Со стороны всегда очень удобно советовать, да, поэтому тут просто показывает, что урок еще не пройден до конца. Вы не можете вот перешагнуть через что-то и сделать этот решительный шаг. Ну, как-то так, девочки. Так, смотрим, кто вас ревнует, да? Кто вас ревнует и почему? Кто вас ревнует? Кто вас ревнует и почему этот человек вас ревнует? Кто вас ревнует? И почему этот человек вас ревнует? Кто вас ревнует? И почему этот человек вас ревнует? Так, мои хороших, пока не начала карты открывать, да, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. И не стесняйтесь, поставьте лайк. Спасибо. Итак, кто вас ревнует? Кто этот человек? Какая красота. Не поняла. Тут какая-то звезда. Вы боретесь за статус звезды. Так, интересно. Тоже это. Офигеть. Что-то кто это? Кто вас ревнует? А вот честно, даже не поймешь, то ли женщина, то ли мужчина. Тут какая-то конкуренция 100% прослеживается. Где-то человек сравнивает себя с вами. Интересно, тут что это? Такое сочетание магической колоды. Черная вдова еще вышла. Карта смерти. Офигеть, о чем это? Так, кто это? Нельзя сказать, что это женщина, толком женщина, мужчина. Так, это женщина или мужчина? Кто вас ревнует? Это женщина или мужчина? Не поняла. Ну, женщина. Женщина. Тут карта женщина. Вообще-то карта вопрошающей. А ну, давайте я на другой колоде посмотрю. На классике. Так уж наверняка. Это женщина или мужчина вас ревнует? Тупик. Это женщина или мужчина? Рыцарь мечей вышел. Так. Потому что это все-таки карта вопрошающей. Смотрите, показано у этого человека с вами. Карта лед, охлаждение, заморозка и, ну, чувство эмоций. То ли человек сознательно старается заморозить. Но, в принципе, показана ситуация между вами и им. Если раньше, может быть, какие-то, не знаю, иного были свойства, чувства, там, другие характеристики какие-то были. А тут карта тучи. Как будто бы еще хуже, сгущаются тучи. Вот между вами и им. Так, ну, рыцарь мечей. Мужчина сам по себе конфликтный. Такой скорее выберет, знаете, выражение есть, ты хочешь быть счастливым там в отношениях или правым, да, он выберет доказывать свою правоту, может конфликтовать, где-то быть агрессивным, несдержанным, жестким, жестоким даже может быть. Ну, в принципе, может карьеру хорошо устроить, с интеллектом все более-менее. Но этого человека показано по карте повешенный, застой, затишье, в его сейчас жизни происходит какой-то такой период, где жертва обстоятельств, но отчасти он может быть где-то даже,
знаете, вторичные выгоды от этого испытывать, как не испытывать, а вторичные выгоды иметь от этого. Даже в том плане говорить, а что я, как я могу повлиять? Да ничего уже, все я как будто бы... То есть возьми себя в руки, да, и предпринимай какие-то действия. Нет, он может так подвисать, зависать, где-то ожидать, что ситуация может сама изменится. По пажу мечей опять-таки тут карта критик, написано на карте критика. То есть мужчина не сдержанный на язык, мужчина мало того, что тут агрессивный, тут еще может какие-то сплетни собирать, распространять, где-то проигрывается как серый кардинал, пытается какие-то, ну не обязательно там прям интриги плести, но вот как будто бы вот, знаете, может что-то такое вытворить, сказать такое что-то обидное, а потом даже сидит сам думает, нафига я такое сказал, блин, да кто меня за язык дернул. Ну вот какая-то, девочки, неудовлетворенность жизнью, как будто бы желание кому-то что-то доказать, самоутвердиться, вот тут такое. И причем это вот пока на это состояние, оно глубинное уже, по повешенному, это старший аркан тут, это состояние какой-то жертвы, но он это камуфлирует, может быть, даже сам нападать, сам провоцировать ссоры, сам какие-то ввязываться, ну, какие-то конфликты. Тут такой какой-то товарищ. Карта тупик, двойка мечей. Очень много внутри. Карта, тут видите, женщины завязаны глаза и перекрещены эти мечи. То есть у человека состояние такое, как будто он на самом деле не особо понимает, как выйти из какой-то тяжелой ситуации, в которой он оказался. Вот тут мне так оно не видит пути разрешения, но тут он еще нагнетает, еще и как будто бы он как снежный ком, вот так вот как-то у него эти проблемы. Вместо того, чтобы их там, может, как это, постепенно разруливать, да, он, мне кажется, тут может даже сам провоцировать новые. Какой-то такой чудной, да, как будто бы, правда, на грани какого-то нервного срыва. Мне прям хочется так сказать. Оно вообще не в тему, но правда, такие ощущения. Так, этот мужчина, какой он еще? Он сам претендует на звание звезды, да. Тут как будто бы, ну ладно, если на вас характеристика звезда выходила, звезда, гармония. И тут какие-то эмоции. А ну давайте я посмотрю. Это вас он такой звездой воспринимает. Это вы для него звезда. Звезда, с которой трудности, звезда, до которой не дотянешься, звезда, с которой вполне возможно сейчас, знаете, как вот шеф все пропало, да, как в фильме. Но это трудности, которые непреодолимы. Как будто бы есть какие-то противоречия, события, может, какие-то произошли, на которые он уже повлиять не может, на исход вот этих вот каких-то взаимоотношений. Вот тут такое что-то. При этом он вас видит спокойной, карта гармония. Где-то отдаленная, спокойная, которая там светит, но не греет, да, и сама для себя в большей степени. Но где-то идеализация даже вас. Какие-то нежные чувства, трепетные, тут как 15-16 лет, как я говорю, 14-15-16 лет, зарождение чего-то такое, какое-то наивное, детское, где-то трепетное, это нежность какая-то. Тут как будто бы, так, это не Бог вам. Угу. У вас к нему холод сейчас, охлаждение, он это считывает так. А у него к вам карта рот, родной человек, какая-то, не знаю, может быть, даже он это может скрывать, но это как родство душ. Тут что-то такое, тут даже глубинное, тут даже не сколько там какое-то сексуальное влечение, хотя я не отрицаю, это может быть, но тут вот именно мне так подсветили. Какая-то нежность в отношении вас может скрывать человек. Но при этом на ваши отношения вышел холод, и тут как будто бы он понимает, даже самих отношений по факту может и нет. Если есть, то это какие-то, знаете, такие отношения, которые, ну, может быть, на физическом как плане проявления их и нет. Это какая-то ментальная связь, но она такая тоненькая уже. Смотрите, тут был канат. Да, может быть, это подразумевало, что раньше там у кого-то любовь, там страсть, прям были такие эмоции через край прям. А сейчас тоненькая ниточка на волоске. Как будто бы все держится на одном волоске. По крайней мере, человек, может быть, он так считывает, что с вашей стороны уже охлаждение капитальное. Какие-то трудности, может быть, не готовы вообще даже смотреть в его сторону. Тут в любой момент эта ниточка тоненькая прорвется, и все
закончится. Так, отражение, черная вдова, смерть, капец. Ну, если мы на человека смотрим, где-то даже вот эта ситуация, даже вот это состояние, где он понимает, что в любой момент все это разорвется, эта ниточка, все его друг друга фактически как будто, ну, потеряете где-то, да, можно так сказать, заставляет его посмотреть на себя в зеркало, эта ситуация, где-то, может быть, подсветить какие-то, подсвечивать, да, какие-то качества его, вполне возможно. Но тут также, кстати, он, может быть, постоянно и думает о вас, и где-то вот там даже, где-то, может быть, анализирует и понимает, там вот мы с ней похожи, отражение, это второе я, это как будто бы, может быть, у вас видит, ну, что опять-таки, что-то родное такое. Это расходы, это о чем? Карта солнца. О чем это? Карта защита. Да он защищается. Вы защищаетесь от него, вы как будто бы уже броню какую-то одели уже длительное время. И с вашей стороны как будто бы, опять-таки, как какое-то охлаждение. А раньше было солнце, раньше вы для него светили, как солнышко. Тут что-то такое. Тут еще карта вышла расходы, знаете, вполне возможно, у человека элементарно не готов был идти дальше, развивать отношения, вкладываться. Тут у кого-то такое, может быть, проиграется. Или, в принципе, как не готов был дарить вот эту же нежность, он это испытывает, но, может, проявлять ее никак он не был готов, или не проявлял ни заботу, ни нежность, ни внимание. Где-то он это глубоко в сердце испытывает, но это не факт, что он готов это все хоть как-то проявлять. По вот этим картам черная вдова, смерть, ну, вообще-то магическая, конечно, и сочетание не очень. Офигеть. Он вас воспринимает женщина, которая где-то, знаете, как точку поставила. Вот у него какое-то восприятие, может, взаимоотношений мужчины и женщины, может, модель поведения его какая-то была, да, вот такое что-то могло быть. А тут как будто бы он говорит, я встретил ее, и все, и теперь у меня, ну, что-то крокодил не ловится, не растет кокос. Тут карта по святой воде, он вообще говорит, я хотел бы, может быть, даже вернуть, и не знать, и хотел бы вернуть, как все раньше было. Для того, чтобы не испытывать каких-то там терзаний, уже не знаю, совести не буду говорить, но как будто бы его беспокоит что-то, ну, не знаю, муки совести какие-то, может, просыпаются у человека. Ну, тут он, знаете, как-то перекладывает он ответственность, он говорит, это она, где она на мою голову встретилась, как будто бы по карте смерти разрушение идет, разрушение каких-то его, может, видение мира, взаимоотношений, еще раз повторюсь, собственного какого-то поведения. Тут больше об этом. Да, интересно. Но он какой-то вам приписывает еще, знаете, такой какой-то у вас, как будто бы вы ну, не говорю, что вы тут практик, но он может так считывать, что вот наделены вы какими-то такими силами или за вами какие-то силы стоят. Тут что-то такое, он говорит, как водоворот меня эмоций. Вот оно закручивает, но я с этим борюсь. Ну, то есть мужчина тут изо всех сил где-то борется с каким-то водоворотом. Это ж вода, да. Вода — это эмоции, то есть они его накрывают, его фактически он закручивает, но он изо всех сил сопротивляется. А почему ты сопротивляешься? Вот карта княгиня, узнаете, да? Так, почему ты сопротивляешься? Карта жадности, что ли? Ну, смотрите, у кого-то вообще приземленно, вообще как стандартно почти всегда так выходит, к сожалению. Карта жадности, расходы. Он борется, потому что где-то это вы как будто бы опору из-под ног у него выбиваете. Где-то привык к какому-то своему, ну, может быть, ну, размеренной жизни, уже устоявшейся какой-то. У кого-то там, если еще не свободен, так это вообще катастрофа. Там яхты, пароходы, бизнес на теще, недвижимость на жене или нажитая совместно, или в принципе у него уже размеренная жизнь какая-то, быт этот, стабильность, вот какая-то зона комфорта. Карта жадности, карта расхода. Не готов я с этим распрощаться.
Не готов я вообще чем-то рисковать. Сад, почему ты боишься? У кого-то вообще такое какое-то нелепое, да, по-детски прям. Вот насколько мужчина может быть не глуп, там и карьеру строить какую-то, и держать оборону, он там такой, агрессивный мачо какой-то даже, может быть. Как-то себя вот так вот в обществе транслировать, вот карта общества сад, я же говорю, вот насколько он привык держать вот этот фасад прекрасный, мужчина, я все могу. И в том числе тут получается, почему он борется с этими чувствами, но не хочет, говорит, я не хочу быть таким подкаблучником, я лучше заморожу свои вот эти эмоции, вот видите, тут карта воздух, замораживание, вот этих. Лучше я буду таким красавчиком в социуме, пусть меня такими воспринимают, чем я тут буду подкаблучником каким-то. Нет, я не хочу подчиняться, я не хочу, чтобы у меня вокруг шеи какие-то эти были цепи. Нет, нет, нет. Лучше я уж тут приложу максимум усилий, где-то, даже где-то отрекусь от этой любви, где-то, девочки, идет, как будто человек даже сам предает себя, свои эмоции. Вот тут как-то так. Но выбор тут точно в сторону того, что я буду держать оборону, буду это все себе гасить. Тут такой чудной мужчина. Этому человеку очень важно, что о нем в социуме будут говорить, как он себя будет вести, да. Ни в коем случае не хотел бы, может быть, там, опять-таки, его посчитали где-то как за слабость, вот то, что он там может слова любви сказать, там, уж не знаю, где-то признать то, что он влюблен, где-то признать, что он в чем-то был, может быть, даже не прав. Нет, 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 нет. Я же говорю, человеку важно быть, всегда доказывать, что он прав, он знает, что он сделает. Вот такое вот. Так, ладно, такое у меня вышло. И давайте посмотрим, почему этот человек вас ревнует, почему он ревнует вас. Части тут уже вышло. Почему этот мужчина вас ревнует? Ух ты. Но я же говорю, он вас там считает какой-то... волшебное это не то слово, хотя это вот карта вот именно волшебства. Вот первая этого феечка, а тут сразу же идет, смотрите, ведьма. Вот он вас считает, с утра проснулся. О, боже мой, она идеальна. Волшебная, прекрасная, замечательная. Потом накрутит себя, потом ему кажется ведьма. Ведающая, обладающая тайными знаниями. Хотя фея, знаете, это тоже многие изначально значение такое не очень вкладывалось слово фея. Ну ладно. Тут как будто бы человек с утра до вечера, может быть, как бы дилемма, кто она для меня, кем она является. Ой, так, почему он вас ревнует? Потому что он не может этого, эту энергию он от вас считывает, но он не может этому противостоять где-то. Но это не совсем в его силах, да? Так, о чем ревность? Ух ты. Ревность. Почему он вас ревнует? Угу. Человек вас ревнует. Кстати, у кого-то, может быть, вы не свободны. Карта род, семья, детки. Где-то он чувствует себя как в клетке, как будто бы не может он до конца, может решиться, может предложить вам что-то, не может. Или боится, тут как какое-то такое у меня идет. Ревнует, потому что считывает, что если у вас там есть род, семья, или, ну, по крайней мере, он 100% уверен, что у вас есть какой-то мужчина-защитник, за которым вы как за каменной стеной, в прямом смысле. А ему бы так хотелось где-то вот контролировать вас. Тут карта гиперопека. Ну, это тот же контроль, гиперопека. В то же время он может, знаете, как-то смотреть со стороны. Ему кажется, что у вас какой-то мужчина, который и защищает вас, но в то же время, который не отдаст вас никому. Тут такое тоже может. Опять-таки, тут ревность 100%. Мы же ревности смотрим, да, потому что по влюбленным выбор. Где-то понимают, что вы не сидите там с утра до вечера, головой не бьетесь об стенку, там, не повторяете его имя.
А тут у вас еще какой-то мужчина, ему кажется, 100% есть, выбор есть, у вас какие-то встречи тут любовные. В общем, как будто бы у женщины все более-менее хорошо, развилка. Варианты есть, может даже и не один, он смотрит на вас где-то или узнает о вас какую-то информацию. Кажется, что у вас тут выбор, может минимум еще двое каких-то мужчин. Это ему так кажется, что как будто бы женщина одна не останется. Если вам нужно, то выбор тут есть. Как-то так, девочки. Вот поэтому он вас и ревнует. Ну и плюс вот эти вот сочетания, знаете, девочки, правда, тут какое-то, не знаю, мистическое, не мистическое, магическое. Ну какое-то вот влечение, тут даже не влечение, тут тяга, влюбленность, тут притяжение, вот, извините, да, выразилась. Притяжение какое-то, он не может это объяснить. Это, по большому счету, тут даже как любовь, не любовь, тут какой-то такой, хотела сказать, замес, как будто бы он, может быть, никому другому он ничего такого не испытывал. Вот такое вот. Причем я не буду говорить, что тут именно любовь. Потому что в моем понимании, если любовь действительно, то человек находит и способы, и средства. А тут вот из головы не выходите, постоянно думает, возвращается к какой-то ситуации, чувствует себя заложником, может быть, сложившейся ситуации. Где-то, может быть, даже и не рад тому, что вообще вас встретил и вообще думает о вас. Тут такое тоже может быть. Ну, ревнует, постоянно ревнует. А тут еще вы как будто бы в это дров подбрасываете, да, в огонь. 100% вас какие-то рассказывают тут, может быть. Может и правда. Тут партнеры какие-то. Может, небылицы. Ну, почему-то тут у него видение, что есть мужчина, который готов вам давать заботу. И тут, может быть, даже не один, который готов бороться за вас. Тут очень серьезный какой, как будто у него конкурент, понимаете? Тут и в связи с тем, что он чувствует этого серьезного конкурента, у него не остается как будто бы особо рычагов для манипулирования, да, вами. Как будто бы о чем может, или действительно проявляйся, или уже какие-то там, ну, как павлин, там перья расправить и просто иллюзию чего-либо показывать, но это уже не пройдет, потому что на фоне какого-то мужчины серьезного, который к вам серьезно относится, как будто бы он понимает, что он будет очень никчемно выглядеть. Вот тут такое, девочки. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!